Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Скотч, и сегодня я расскажу вам про такую более известную проблему, как шумы, фоновые шумы, то есть клац мыши, ноутбук издал не тот звук, или слышны, как вы клацаете по клавиатуре, слышно, и вы хотите это убрать. Для этого вам понадобится Sony Vegas Pro, Audacity, Format Factory и видео, которое вы отсняли. То есть, если у вас бичарские наушники, бичарский микрофон, как у меня, купленный в метро у подворотни у бомжа Компота, то это видео для вас. То есть, для чего нужен Format Factory? Он отделяет звук от аудиодорожки, то есть от видеодорожки. Audacity, чтобы убрать тот или иной шум, вам понадобится вот эта программа. Я объясню все, и Sony Vegas Pro. Допустим, вы сняли видео. Рекомендую, кстати, в начале видео помолчать, то есть поклацать по клавиатуре, по мышке. И потом уже говорить всем привет, чтобы все это удалить, и в Sony Vegas Pro все это тихонько отформатировать. Что ж, заходим в Format Factory. Видим здесь непонятную всякую фигню и нажимаем MP3. Здесь у вас открывается вот такая вот табличка. Берете свое видео и перекидываете сюда. Как вы видите, видео легко перекинулось. Нажимаете ОК. И оно появилось у вас тут. Чтобы начать отделение программы, то есть аудиозаписи от видеодорожки, нажимаете Старт. И ждете, пока это все... Вот таким звуком оно вас будет оповещать, то есть то, что уже все готово. В моем случае видео я снимал очень короткое, поэтому оно очень быстро загрузилось. Зависит все от того, какое видео вы сняли по времени. Оно выполнилось, нажимаем на него 2 раза. Сохранить как? Окей, то есть здесь вы называете его, например, как хотите, мое. Готово. Окей. Сохранение завершено. И окей. После же вы берете, там находите мой компьютер. То есть, куда вы сохранили, там оно и будет. То есть, давайте я его пока найду. И потом мы вернемся. Что ж, дорогие друзья, вот оно, эта папка. То есть теперь, чтобы убрать тот или иной шум, мы открываем Format Factory, то есть Audacity, простите за ошибку, а это можете закрыть. Открывается Audacity. И что же вы спросите делать? Тут нас встречают множество кнопок разных. Это приостановить, это воспроизвести, остановить. Ну, в принципе, вы все это видите, а это записать свой голос. То есть берем аудиодорожку, которую мы отделили, с помощью Format Factory перетаскиваем ее. Вот она, ваша звуковая дорожка. Что ж, давайте я открою побольше. И как же прослушать эту запись? То есть мы берем и нажимаем воспроизвести. То есть были слышны звуки мышки, клавиатуры. Я помолчал немного, понажимал кнопок, и то есть их слышно. Допустим, у вас их слышно. Вы берете вот это вот, то есть выделение, нажимаете на него, и, допустим, вы нашли шум. Чтобы его, кстати, найти, то есть берете лупу, левой кнопкой мыши приблизить, правой отдалить. Также вы берете выделение, то есть, допустим, вы нашли вот этот вот шум, да, там вы, клавиатура у вас что-то там случилось, то есть нажимаете, да, и, то есть вы видели эффекты. Если у вас такая же версия, как у меня, и нету кнопки удаления шума, то есть у вас удаление щелчков, удаление сигнала, то вот она кнопка Noise Reductions. То есть это и есть с перевода на английский, точнее на русский, удаление шума. Нажимаем. И тут нас встречает вот эта вот панелька. То есть здесь выбираем, насколько убрать этот шум. То есть
все на последнее. Шум, здесь ничего не трогаем. Создать модель шума. То есть Audacity создает модель шума. И мы берем и 2 раза клацаем по аудиодорожке. Она вся выделяется. Эффекты. Noise Reduction. Окей. Видите, этот шум, он стал меньше. То есть сразу было заметно, то, что его почти не слышно. Давайте прослушаем эту запись. Что ж, ее стало поменьше слышно. Ну, чтобы полностью все это убрать, то есть Noise Reduction, выбирайте здесь, как все это, ну, параметров, чтобы убрать полностью это все. То есть, потом, как это все сохранить? Вы берете файлы и экспорт аудио. Нажимаете экспорт аудио и ждете. И выбираете, куда сохранить. В моем случае это музыка. Сохранить. Окей. Вот. Я научил вас пользоваться более-менее Audacity. Также здесь выбираете тихо-громко. Это я не знаю что. И чтобы убрать аудиодорожку, нажимаете этот крестик. Что ж, давайте теперь перейдем к Sony Vegas Pro. То есть открываем Sony. Вот он открывается. А мы пока зайдем в мой компьютер. То есть мы находим там эту аудиозапись. Сейчас загрузится Sony Vegas. Что ж, вот он загрузился. Вот, все, он открылся. То есть, с помощью Sony Vegas грузит, отмена. То есть, вот, с помощью этого Sony Vegas вы можете отформатировать, то есть, мой компьютер, если у вас уже есть видео. То есть, находим музыка. Вы нашли это видео, то есть отформатированное, и засовывать его в Sony Vegas. И, например, у вас там есть видео, да, но звуковая дорожка не отходит. То есть сейчас я продемонстрирую. То есть, смотрите, звуковая дорожка не отходит от самого видео. То есть оригинальный формат. Чтобы это исправить, мы берем, щелкаем на аудиодорожку и нажимаем Г русскую. Мы нажимаем ее, и все легко отходит. То есть, к примеру, вы вставляете, и вуаля, все будет идти вместе со звуковой дорожкой. То есть у вас не будет ни шума, ни того, ни другого. И потом можете как-нибудь там какие-нибудь приколы, всякое, что хотите, короче, вставлять там музыку. То есть можете усилитель меньше сделать, но это на ваш вкус. Ну вот, в принципе, я объяснил, как убрать те или иные шумы. Надеюсь, это видео вам помогло. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, особенно ставьте лайки. Но если вам не понравилось это видео, ну раз уж так случилось, то вот вам печеньки и вот вам чаек. Все вот как положено. Вот вам еще халвы посередине. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.